Здравствуйте. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Здравствуйте те, кто просто рандомно зашли на этот стрим, те, кто целенаправленно пришли на Fallout. В общем, всем, кто меня сейчас смотрит или будет смотреть в повторе, не на стриме. Сегодня 29.04.2024. Это вот те слова, которые я всегда начинаю, да, говорить практически всегда на стримах. Если честно, я вот перед стримом минут где-то в 5, то есть где-то за 25, за 30 минут, я такой запланировал стрим, сижу, и почему-то мне захотелось зайти на предыдущее прохождение Fallout, на самую первую серию, именно Fallout 4. И знаете, что-то как-то поднакрыло немножко. Я слова никакие не готовил, но я очень хотел бы ими поделиться, несмотря на то, что это игровой стрим, но для меня это очень важно. Я постараюсь покороче. Вы знаете, почему-то я задумался об одном. Когда-то мне в свое время, в 2001, 2002, там, 2003 году, когда мы еще сидели в компьютерных клубах, нам говорили, что мы, да, задроты, люди, которые сидят за компами, ничего не делают, никто ничего не добьется в жизни, ну все как всегда. Нафиг тебе это нужно. И вы знаете, вот жизнь она прошло много лет. Очень много лет. Так же, как и прошло уже более 5, наверное, лет с момента моего прохождения Fallout 4. Вы знаете, я посмотрел буквально минут, наверное, 15-20 вот от первой серии. И почитал комментарии, посидел новые ваши комментарии, там старые, еще с тех лет. И я понял, что мы повзрослели. Это можно сказать, что прошло целое поколение. И в силу, да, такой довольно банальной причины, то, что там вышел сериал Fallout, и вот классно, здорово, давайте зайдем. Все понимают, что ничего не изменилось в игре. Ну, там добавили чуть-чуть чего-то. Чего-то доделали, чего-то не доделали. Короче, толком ничего не поменялось, но ту любовь аудитории, фанатов, да, Fallout 4, которая в свое время эта игра завоевала, включая меня, это очень большого стоит. Это целый мир. Так же, как и, знаете, я их почему-то, фанов Fallout 4 или игроков Fallout 4, сравниваю только с одним комьюнити. Это с комьюнити, конечно же, свитков, то есть Скайрима. То количество модов, то количество всяких добавлений, улучшений, которые запилили эти люди за долгие года, ну, их не сосчитать. Их просто какое-то колоссальное абсолютно количество. Я сделал не так давно, в силу, да, того, что было обновление в Фоллаче, сделал серию. Она за очень короткий срок, в принципе, дала фору. Вы знаете, она очень близка к Скайриму по просмотрам, по комментариям, по отзывам. Даже больше не в просмотрах дело, а больше дело в том, в обратной связи от аудитории. То есть я в основном всегда ориентируюсь на комментарии и вот активность именно в комментах. То, что вы пишете, то, что вы пытаетесь, да, так скажем, до меня донести информацию. И один из немногих стримов, которые комментарии я все пересмотрел, это был именно Fallout.
Fallout, который вот был совсем недавно и который был 5 лет назад, да. Знаете, мне кажется, нашему каналу в июне будет 8 лет. Я начинал стримить, когда мне было 28, сейчас мне в этом году уже исполнится 37. За это время много что поменялось, как я думаю, в жизни других людей. По понятным, либо непонятным, да, нам причинам. Но почему-то мне очень приятно вновь постримить именно эту игру. И, знаете, я очень надеюсь, то, что, как мне кажется, мы вышли на новый уровень общения. Общение, я имею в виду, между стримером и аудиторией. Я под предыдущей серией вообще вас ничего не просил делать. То количество репостов, которые вы сделали в социальные сети, то количество лайков, комментов, которые вы поставили, показывает только одно. То, что вы любите эту игру. И 5 лет назад я ее не допрошел по причине того, что у меня была обнова компа. И, если честно, я не знаю почему. То ли потому, что было миллиард серий, там их было огромнейшее количество. То ли потому, что что-то мы не смогли залочить FPS. Что-то там, короче, произошло. Сейчас, кстати, с этой обновой это понерфили. Что не могли сделать долгие годы. Или не хотели. Скорее всего, не хотели. Конечно же, они могли, но просто забили. Параллельно с этим я посмотрел комменты под роликом вот с поездкой в Новгород. Почему я заговорил на стриме про Fallout по именно обновленный, да, ПК видос, который буквально вот вчера, да, вышел, по-моему. Я ни разу не читал такое количество сообщений по поводу того, что Лех пили авторские ролики. Очень круто сделано. И дело, опять же, я говорю, не в просмотрах. Вообще плевать. Дело в том, что этот ролик единственный за всю мою карьеру стримера, за всю историю канала мы делали необычно. Мы его полностью разбирали с командой, то есть сидел оператор, кто на телегу, да, Hard Insight подписан, те знают. Сидел я и сидел Леха Сервантес, монтажер. Ну и Егор, естественно, да, оператор. То есть человек, кто снимал, человек, чей, можно сказать, это контент, и человек, кто будет монтировать. И я попробовал для себя что-то новое. Я говорю, слушай, а давай я Лехиными руками просто возьму и сделаем вот этот ролик. То есть я вложил свое видение в него. И вы знаете, вы даже об этом толком-то и не знали. Но спасибо вам за обратную связь. И ваши комментарии под вот этим вот роликом, под стримом по Fallout, под вот этим роликом, они дают мне возможность дальше двигаться и делать что-то новое. Роликов будет гораздо больше, авторских. Если честно, мне безумно это хочется. И хочется их делать именно вот в том формате, как мы их и делаем. То есть я буду сам прям подробно разбирать ролик, говорить, что нужно, как нужно, зачем нужно. Спасибо вам за обратную связь. Это очень круто и, конечно, очень бодро. Спасибо. Что касаемо Fallout 4. Я бы хотел сделать... Я не могу назвать это прохождением. Я не знаю, буду ли я его весь проходить. Или не буду, либо сделаю несколько серий. Я бы его хотел сделать в виде небольшого фильма. Такого, знаете, чего-то атмосферного, интересного. Ну, а как пойдет, я не знаю. И вообще, буду ли я его проходить. Потому что мы его почти тогда допрошли. Почти прям. Там чуть-чуть оставалось. Поэтому вопрос очень спорный, подвешенный. Я бы хотел почитать ваши комменты вот конкретно к этому стриму.
хотели бы его видеть, либо есть уже прохождение и нечего вообще сюда лезть. Почему я не лезу в моды и все, что с ними связано? Ради справедливости сказать, мы его не допрошли. Все равно, как бы то ни было. И игра я не считаю пройденной, пока я не увидел финал. И прежде чем лезть в моды, нужно увидеть финал ванилы. Так же, как мы поступили и со Скайримом. Поэтому для меня, допустим, крайне важно сделать так, чтобы, наверное, просто времяпрепровождение в этой игре было для всех комфортным, для меня и для вас. Поэтому серий было штук, наверное, 40 по этой игре, по 2 часа. То есть мы потратили порядка, наверное, 80-90 часов. Есть ли у меня сейчас такое время? Наверное, нет. Но проходили мы ее максимально подробно, изучая все там и так далее и тому подобное. В этой игре время летит крайне незаметно. Сейчас будет выходить огромное количество интересных проектов, которые я не уверен, что они мне интересны для прохождения. Поэтому вопрос с Fallout остается подвешенным и, в общем-то, открытым. Так что как-то так. Спасибо всем за лайки. Спасибо всем за комментарии заранее. Я, наверное, начну. И хотел бы начать это прохождение, наверное, именно сначала. Я не хочу, еще раз говорю, я не знаю, будет ли это прохождение, либо просто несколько серий. Так что особо меня не тяните за эту тему. Буду делать что в кайф. Как, что, где, зачем. Просто вот как по кайфу. Поэтому как-то так. Очень надеюсь, что просмотр будет приятный и у старых моих зрителей вызовет такую небольшую приятную ностальгию. Так что как-то так. Ну, а мы начинаем. Ну, давайте, как говорится, сейчас я сообщение закреплю. Секундочку. Это делается вот так. Да. Ну, поехали. Как я вижу прохождение игры? Я бы ее проходил немного по-другому. Ну и, наверное, вы сейчас увидите как. Это максимально будет сложно, но максимально интересно. Поехали. Нет, это не спидран. Нет, ты ошибаешься. Приятного просмотра всем. War. War never changes. Русик принципиально не стал ставить. Он здесь не нужен. Атмосферу просто снесет. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the US ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream.
years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Так. Я бы чуть-чуть изменил с лицом, наверное. Хотя, вы знаете, все-таки пусть он останется как есть. Чисто такой ванильный персонаж. Кстати, очень неплохо персонаж на самом деле сделанный. Вы сейчас поймете, почему я хочу именно заново это сделать. Многие поймут. Thanks, Codsworth. Мне вот интересно, сделают ли когда-нибудь ремастер Фоллача. Причем всех частей. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Угу, запомнили. Его сделаем таким небольшим фильмом. И я сделаю именно как вот в кайф мне. Я думаю, вы тоже приятно проведете время. Не, тогда да, они очень старались. Согласен. Good morning. Vault-Tec calling. Go on. Nice to find you, sir. You can't begin to know how happy I am to finally. Здесь нам говорят, напоминаю для тех, кто первый раз смотрит, то, что обычная семья к нам приходит, говорят, есть супер там предложение, супер убежище, только сегодня и только для вас. Then I'm glad you caught up with me. Короче, Oh, me too. You have no idea. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a кстати, вот эту фразу так и не озвучили по precious субтитрам. commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have Типа есть убежище, для вас одобрили место, into the ну и так далее и тому local подобное. Vault 111. Я же сказал, сейчас поймете, почему я заново начинаю. Именно заново, а не продолжаю ту серию. Вы поймете, немного терпения. Sounds great. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. Sure, let's do it. Splendid. Splendid. Now, let's see. Вот именно ради вот этого я и хочу... Ради этой вещи я хотел бы немного изменить, так
скажем, да, кое-что. Во-первых, на том прохождении мы с вами сразу упоролись так как проходим на хардкоре, на выживании, режим сложности. Мы с вами упоролись, естественно, в выживание. Выживание — это тема, при которой нужно, естественно, хоть какой-то урон, да, наносить, потому что противники очень жесткие, очень такие бодрые. Но на этом прохождении я бы хотел попробовать один билд, который написали, по-моему, в 3-й или в 4-й серии еще тогда, 5 лет назад. Билд очень интересный. Я посмотрел, я, в принципе, подумал, я говорю, при чем здесь вообще харизма и интеллект? То есть смысл билда заключается в том, чтобы вкинуться именно в харизму и интеллект и немного совсем в удачу. Я такой, типа, думаю, а при чем здесь вообще, да, это? И к чему? Зачем и почему? Но потом я понял. Интеллект, понятно, что параметр, определяющий ваш уровень ума, он влияет на количество очков опыта, которые вы получаете. В комментариях мне тогда написали то, что, Лех, огромное количество дополнительного опыта ты можешь получать, если сразу прокачать интеллект. Но так скажем, наша выживаемость, она приблизится к нулю, потому что полагаться, в принципе, можно будет только на свои руки. На ВАЦ в режиме вот этого замедленного времени стрельба, она как бы идет по одному месту. Я говорю, ну хорошо, допустим, то есть интеллект дает возможность крафтить оружие там, и так далее, и так далее. Там огромное количество перков, очень важных, очень крутых. Я попробую этот билд. По поводу харизмы. Харизма — это чистые цены у торговцев. Говорили тоже, Лех, качай на 10 и типа не парься. Далее в комментариях также я почитал, что можно, и на том, в принципе, стриме я это понял, можно найти вещи, которые повышают харизму. Повышают харизму — это имеется в виду, что там, допустим, очки, костюм, еще что-то, да, там и так далее и тому подобное. В этом прохождении я харизму сделаю сразу на 7. И, наверное, тут два варианта развития событий. Либо ловкость, либо удача. Здесь очень сложный выбор, потому что через ВАЦ, в принципе, я могу и не стрелять. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движения. От нее зависит число очков действий ВАЦ и способность действовать скрытно. Я вот больше как бы на криты полагаюсь, потому что, ну, я не совсем уверен, что вообще получится при таком раскладе киллять хоть кого-то. Но попробуем. Выносливость мы с вами перекроем немного другим путем. В принципе, особо прям жестко бегать, наверное, только гули. Для меня они прям ультра важные. Поэтому я предлагаю здесь взять и сделать, наверное, все-таки удачу. Попытаться все-таки сделать ставку на удачу. Давайте попробуем при таком билде сыграть. У нас получается 7, 10, 7. Это прям вот сложно. Так. Почему он принять не дает? Не особо понял. А почему? Ну да, конечно. Ну, конечно. Ну, естественно. Wonderful. That's everything. Ну, конечно I'm just же. gonna walk this over to the vault. Он говорит, все, классно, здорово. Ваше место в убежище, оно Thanks again. за вами забронировано. It's Все peace of классно, все mind. здорово. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Очень рисковый билд, я вам так скажу. Good answer. I have my moments. This afternoon, right here in the city, Boston's swatting sultans will swing for the fences. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs
need some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Codsworth. Go on. Vault-Tec stock continues to rise as tensions with China reach an all-time high. With the world poised on the brink of war, Vault-Tec is reporting a record number of reservations. Если можно, вот это сразу вот так вот, да, сделать. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Yeah, sounds like fun. Sir, Mum, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Так, ну пойдемте. Дверь закрыта. Followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We What? seem to have lost did contact he with our say? affiliate stations. We do have coming in. Если коротко, для тех, кто не смотрел, Confirmed reports. просто началась ядерная Confirmed война. reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. Это если очень коротко. Oh my god. We need to get to the vault. Now! I've got Sean. И просто они скрываются в убежище. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Кстати, байк я никогда не замечал. Интересно. Почтальон. Ребят, чемоданы собирают, понял. Кстати, я бы хотел посмотреть. Да, у нас выживание стоит. Да. Это выживание. I'm going in. You can't stop me. Okay. We're not in the program. I'm reporting this. If you're in the program, step forward. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. We're gonna die. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. Follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside the gate? Everything we can. Now keep moving. Step on this way. In the center. Графика вся на ультра выкручена. Вообще все, что можно. Естественно. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Hold on. We did it. We made it. Мне интересно, есть ли лор, в котором подробно говорится о том, сколько народу сдуло. По-любому где-то есть. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes. Здесь нам рассказывают то, что всем хватит места в убежище, не паникуйте, все хорошо, все в порядке. Step over to the table, take a seat. You'll need your seats before we can take you Thanks. further. Right over there. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right. Убежище на самом деле довольно жесткое. It's gone. Очень жестко сделано. Everything. По поводу вертикалки, я не знаю, типа, ну, я, если честно, не увидел особой разницы с вертикалкой и без.
Причем я запускал с вертикалкой, без вертикалки, поэтому, ну, мне кажется, такое. По-моему, она вообще, кстати, включена, если я не ошибаюсь. This is one of our most advanced How long do you think facilities. we'll be down here? Сериал нет, Others еще не aren't успел great, mind посмотреть. you. Oh, we'll be going over all that as they come in. Fashionable, as cool as comfortable. Prepared for the future, right? Just step in here and put your vault suit on. The pod will Надо посмотреть, да, будет. pressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Интересная фраза, начинается новая жизнь. А может быть, даже так первую серию назову. Occupant vitals. Normal. Procedure complete. In Игруха со Стима, да. 4, 3, 2, 1. Мне, знаете, покоя не дает вопрос, когда подобное что-то, да, кадры из Fallout все-таки будут реальны в наше время. Вот эти вот криогенные камеры, которые, допустим, там человек условно может там очнуться через 10, 20, 50, там 100 лет. Очень интересно, через сколько вот это вот сможет реально произойти. Прям ультра интересно. Я думаю, что или уже есть, либо к этому придет. Лицо со шрамом будет сложно забыть. Сейчас посмотрим, насколько этот билд вообще игровой. Криогенная установка, да. Come on! There has to be a release! God. Why would Vault-Tec do this? Come on, come on, come on! Oh, God! I'll find who did this. And I'll get Sean back. В общем, их заморозили на какое-то время. И потом просто отняли ребенка, нашего главного героя. Ну, а маму, понятно, в расход просто пустили. Так, ну посмотрим сейчас, как левел будет качаться. И вообще, будет ли он у нас качаться. Это ультра интересно. Если быть откровенным, вообще уверенности нет никакой. Лутать будем пока что вообще все. Я думаю, нам все это дело пригодится. Не помню, для чего довоенные деньги. Я думаю, тоже какой-то ответ будет на вопрос.
Eradicate immediately. Блин, на выживание я вот каждый раз говорю то, что прихватить порцию... порцию радиации вообще ничего не составит труда. Прямо от слов совсем. Холодильник весь закрыт тоже почему-то. Мне интересно наполнить бутылку. А, очищенная вода отсюда наполняется. Эва, ну чё, Михалыч? С радиацией борьба будет очень жесткой. Как и с тараканами и со всем прочим. Блин, вот как ворваться, чтобы двух сразу не огрануть? Так, этого зажарило. Надо его как-нибудь... Хорош. Пока втыкают. Просто отлично. Успел он меня все-таки клюнуть. Так. Тараканы эти, конечно, это просто зло какое-то. Так. Стрельба у меня очень слабая. Сейчас нужно крайне внимательно. Просто ультра внимательно совсем. Шпильки must have. Кто-то, кстати, мне липанул, что все рандомно спаунится, весь дроп. Типа, может повезти с дропом, может вообще ничего не... Ну, типа, какие-то дефолтные предметы в начале могут быть. А вот дальше... Уже добрый вечер. Я вот в этом вот не уверен. У меня есть стойкое ощущение, что через ВАЦ по тараканам стрелять... ВАЦ для девочек, получается? Или где? Понял. Как часы идет. Мать, я еще думаю, откуда он здесь каждый раз появляется, понял. Так. Погнали. Не, ну, ребят, ну 30 лет в Counter-Strike, ну 54 года, как бы, ну, естественно. Всем приятного вечера. Коротко, ребят, совершился ядерный взрыв. То, что было в криокамере, мы все поняли.
Ну а дальше полный открытый мир приключений. Да. Приключения наше все. Это пип-бой. Типа как объяснить? Как мини наш компьютер, который можно посмотреть, что у тебя, где у тебя, зачем у тебя. Короче, вот как-то вот так. Это количество загруза. Ну и все остальное, я думаю, уже разберемся по ходу движения. Так. Пистульку сразу сюда ставим. Тут мне вообще будет не нужен от слов совсем. Не, а в этом режиме только насыпать. Как у 715 Team. Тут только насыпать. То есть прям куда попал, неважно, просто сыпать и все. Самое главное, чтобы до меня не дошли. Если до меня в этом режиме доходит, ну как бы все. Если до меня в этом режиме, ребят, доходит, то на этом все заканчивается. Еще одна, знаете, какая фишка? Я буду играть через костюмы. Не через защиту, а именно через костюмы. Вот это крайне тяжело. Но я думаю, у нас с вами все получится. Посмотрим, чем это закончится. Пойдемте. Это будет фильм. Я вам обещаю. Я там еще комментарии ваши почитал. Да-да-да. Костюма имеется в виду уже, кстати. В тот раз у меня было гораздо меньше опыта. В этот раз, обратите внимание, почти полный первый левел за счет интеллекта, который мы прокачали. Да, главное не забывать лайк и комментарий писать. Это самое главное. Так. А вот теперь очень внимательно. Это все те, кто не успели добраться, да? Участь у них очень страшная. Ультра страшная. Лутаем абсолютно все. И тараканим туда. Что-то мне даже интересно стало. Бессмысленно. Интересно. Я почему-то думал то, что это. Ну, сдуло, да, мгновенно. Ну, нет, там без шансов. Там точно никто не мучился. Там сразу. Крышка. Валюта, ребят, в постапокалипсис, кстати, крышки. Обычные крышки. Такая, знаете, парадоксальная на самом деле валюта отчасти, но, как говорится, факт остается фактом. Борьба с радиацией. Почему я сказал, кто смотрит первый раз прохождение? Потому что радиация здесь, в принципе, это все. Радиация — это придется пить воду радиоактивную, придется, короче, что-то постоянно делать. То, что будет нам накидывать стаки радиации. Ну, соответственно, это не есть гуд для нашего здоровичка, да? Полные пустоши. Интересно. Очень интересно. Почему-то на секунду показалось, что это вообще бункер какой-то. Но нет. Время от времени можно через ВАЦ пробивать цели, потому что всякие тараканы, пчелы, осы и прочие шляпы, которые плохо очень видно, они попадутся. Ну и быть, конечно, надо постоянно начеку, потому что всякая вот эта вот шелупонь, которая
живет после ядерного взрыва, добра она нам явно не принесет. Лутаем фасоль. Все, что можно лутаем. Это нам очень-очень пригодится. Так, быстро обыскиваем дома. Начнем, я так думаю... Знаете как, чтобы нигде не завтыкать. Я думаю, начнем мы прям вот отсюда, со входа. Пройдемся вообще по всем домам. Потому что если мы их не зачистим, закончится это трагедией. Явно не комедией. Осколочная граната. 2 штука. Левел. Мы, получается, на входе в наше поселение будущее, мы сразу же лутанули левел. Сразу, на входе. Это, если честно, немного удивительно. Потому что, ну, прокачка идет крайне быстрая. Прям ультра-ультра быстрая. Так, друзья. Я предлагаю сразу же прокачиваться, да? Уровень. Уровень мы с вами грузимся сразу, что можно пить воду. Выносливость, да, он просит. Если не вода, то в принципе... Ой, блин, ну это будет вообще прям жестко сложно. Средние терминалы. Разбирая оружие и доспехи, вы можете добывать необычные компоненты. Интересно. Урон от крит атак увеличен. Для нас это очень актуально. Шапки будут отлетать сразу. Пути снабжения. Взлом роботов. Алкоголь не вызывает зависимости. Но здесь, конечно, под вопросом. Ибо здесь, в общем-то, все нужно. Наверное, в модификации лучше сразу уйти. И уйти в урон от оружия. Потому что если мы это не сделаем с вами, то я боюсь, что ничем это хорошим абсолютно не закончится. Вот это раз. Нет, для меня вот это вот намного интереснее. Разбирая оружие и доспехи, вы можете добывать необычные компоненты. Это прям просто must have. Да. И далее мы сделаем фанатик оружия. Уйдем туда. Это улучшение и все остальное. Будет у нас оружие сильное. Если мы сами слабые, то оружие будет очень сильным. Так, телевизор. Понятно, что не активировать. Ничего здесь сделать у нас не получится. Радиксы. Удочки. Набираем абсолютно все. Радио, конечно же, ничего не вещает. Потому что вещать некому, в общем-то, и нечего. Да? И сразу же давайте переваримся. Это дополнительный опыт. И получаем опыт при заварке тараканов. Ну и еда, естественно, без радиации, в общем-то, нам тоже не помешает. Далее. Давайте прочистим вот эту сторону.
Очень внимательно. Сказать внимательно, и увидел ящик красный. Понял. Ага. Так. Сначала так просматриваем. Кстати, запомнить, где какой таракан сидит, на самом деле довольно сложно. В начале, а потом это вообще будет невозможно, потому что их слишком много, слишком они жестко разбросаны везде. Сушилки. Пистолет. Из-за нехватки сна прилетает нам дебаф на усталость. Как говорится, почему бы и да. Так, ну что ж, терминалы. Ой, самое сложное мое. Терминалами. В слове paid сходство 1. Значит, это не ей была буква. Yes. Есть. Чего? Еще разочек. А, здесь можно эти записи прослушивать. Так, это вскрыто. Ну, привет Скайриму. Руки помнят. Nice. Золотые часы, и сразу ролятся нам патроны для дробовика. 150 разных пистолетов, не пистолетов. Это все нам очень-очень-очень нужно. Так, поехали. На дальнюю дистанцию. На дальнюю дистанцию очень сложно эти пистолетики. Выруливаются. Сказал, чересчур сложно. Осленка. Угу. Медикаменты. Я думаю, что на медикаментах можно очень неплохо денег поднимать. Хотя могу и ошибаться. В чемодане может быть необходимая для нас одежда. Грязный черный костюм дает харизму. Харизма, я напоминаю, это к торговле. Когда мы с кем-то торгуем, вот этот костюм, это просто must have. Это, кстати, все из ваших комментариев. Вся вот эта информация, но я ей доверяю, потому что, ну, это логично. Так, поехали дальше. На харизму выбили. Запомнили, да? Сразу для себя в голове отметили. Угу. На харизму. А вот что за чистый черный костюм? Это вопрос. Ага. То же самое дает. Отлично. Ну, значит, чистый черный костюм мы оставим. Ну, в принципе, можем его сразу же и одеть. Знаете, такие мы прям из прошлого. Из прошлого. Чик. Чик. Чик-чик-чик. Бутылки все очень-очень хороши для нас. Почему? Потому что... Просто потому что. Потому что бутылки... Это в них можно и водичку набирать, и всякие ништяки складывать. Жетон на метро. Очень актуально. Я думаю, вот сейчас ничего не работает, но вот именно метро прям 200% работает. Если не 300.
А 300 наше с вами, кстати, любимое число, я напоминаю. Да? Так. Наш дом пока оставим. Пишущие машинки, кисти, изоленты. Все, что здесь только возможно и невозможно найти, все сюда. Вообще все сюда. Все. Скинули. Тащить нужно все. Мне кажется, это одно вообще из главных правил этой игры. Да. Слышу. А как же мне вас забайтить? Крайне криво пистулька стреляет. Еще? Не. Лови аптеку. Так. Как в Дутне, да, в этой мухе может быть кубик. Никогда не думали на эту тему? Что он его съел? Типа... Ну как? Как вообще вот в Дутне может быть, в принципе, вообще хоть что-то? По-моему, это немного странно, нет? Самую малость. Здесь, кстати, воды нет. Вода есть только в убежище. Но это понятно. Это более чем понятно. Свечей 1 000 000. Все вообще забираем. Все собираем. О как. Ну, допустим. Здесь уже пошли пистолеты, которые мы будем разбирать. Кстати, вот мне интересно за разбор пистолетов. А можем ли мы... А можем ли мы их сейчас разбирать? Это очень интересно. Нет. Нет, мы их не можем. Хотя на верстаке вполне возможно, что мы каким-то макаром это все дело сделаем. Но я, если честно, не уверен. По-моему, нужно как-то для этого что-то как-то где-то это того самого. Ну, такой спорный момент. Все бутылки, огнетушители, все туда, все домой. Все в дом, все в семью, как говорится. Крышки, 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 крышечки. Опыта очень много дают. Очень много опыта. Я думаю, что мы здесь сейчас, вообще не отходя от кассы, чисто влутаем 2-й левел. Не знаю, почему я так думаю, но я почему-то прям... Почему-то я прям уверен в этом. От первого лица, естественно, лутаться удобнее. Думаю, мы так и будем делать. Угу. Это все дома под снос. Под С. Выжил. Что у нас по фликам? Флик-шот называется. Ну, играбельно, играбельно. Вот этот вот дом, кстати, очень, я бы сказал, богат. Был. Подушка с соломой. Интересно, для чего и зачем и почему. Шпильки. Еще мне стакается усталость. Это просто потрясающе. У кого-то сейф был под детской кроваткой. Это нормально? Если вы были вором, вы бы полезли под детскую кроватку? Наверное, нет.
Патров уже очень много. Не зря все шмонаем. Телевизоры, комоды, всякие лампы и прочее. Также мне сказали, где 2 разрушенных дома, это все из комментов. За каким-то синим домом, либо вот за тем, либо вот за этим, есть какой-то подвал или что-то есть. Какое-то, короче, козырное место. Давайте пройдемся. Этот, кстати, домик, он стоит поодаль. Нет, это тот же самый дом. Вот за каким синим домом, вот надо понять. Может быть, вообще за моим даже. Но это не точно. Не за моим. Может быть, это вообще фейк, кстати. Инфа. Давайте все-таки попробуем его найти. Пока бегали, тостер нашли. Тостер — это хорошо. Наверное, давайте пролутаем наш, да, дом тоже. Ковшики, не ковшики, все туда. И у нас, кстати, перегруз. Я думаю, здесь 2 метра мы дойдем. До этого. Где-то говорили, да, то, что то ли... может быть, вот этот вот дом. Сейчас мы его все равно найдем. Вариантов немного. Но я не исключаю, что фэк. Фэк. Поньк. Так. Давайте быстренько наш дом пролутаем. Всякие глобусы, не глобусы, всю вот эту вот шляпу. Всю собираем, не знаю зачем, но это все пригодится. Здесь мы с вами телек смотрели. Топливо. Крышка. Антибиотики, между прочим. Для чего кубики пока для меня, ну, так и остается неизвестным. Но они есть. Все подряд лутаем. И, в общем-то, наверное, и все. О. Yes. Комикс на столе. Критические удары без оружия и холодным оружием. Ну, возьмем, но нам для нашего билда это, в общем-то, не настолько интересно. И все-таки мне интересно, где же это место. Прям вот мне покоя не дает. Ну, давайте смотреть. Где дерево? Вот оно, дерево. Блин, может быть, вот за этим домом, кстати. Да. Подвал есть. Кстати, здесь же растут мутафрукты, которые нам тоже пригодятся. Так, ну как минимум подвал мы нашли, и он существует. Значит, комментарии читать полезно. Стоп. Пока не забыл посмотреть, что за повседневная одежда. К харизме и к восстановлению. Наверное, для игры, наверное, вот пока что вот так. Но когда... Так надо. Так надо. Зато бонусы хорошие дают. Кстати, здесь есть матрас. Золотые слитки. Пивко.
45-ки, 22 штуки. Привет. Вот это подгон для внимательных. Очень бодрый. Самое забавное, что мы в этом подвале сможем спать. Сюда даже идут провода. Won't be able to pick this. Ага, замочек-то средненький, да, здесь висит? Угу. А замочек-то средненький, да, висит? Тем временем мы уже второй с лишним левел. Хорошо. Я тебя не забуду, друг. Очень интересно. Лейлевин. Очень странный вопрос. Очень странный. Там очень-очень. Спасибо. Долго он думал, выйти или нет. Так, ну мы как минимум красиво одеты. Мне это очень нравится. Если будем отлетать, то, ну, очень красиво одеты. Очень красиво. Мы с вами очень хорошо принесли сюда. Очень хорошо. Теперь мне интересно, может быть, пока бы не прокачали... Может быть, пока мы не прокачали перки... Вот этот вот перк и не разбирать оружие. Хотя... Уже мы можем это делать. А ну-ка, дружочек. Сталь и болт. Раз. 2. 3. 4. 5. Так он только дальность увеличивает. Мы, в принципе, лупимся, ну, прям на коротке всегда. И вот не зря мы с вами лутались. 22, 26 урон. И дальше уже он просит фанатик оружия. Пока что потерпим. Пока что. Что он у нас? Пить есть, да, хочет? Пить есть, это очень хорошо. Вы не испытываете жажды. Далее меня интересует... Ладно, поедим. Я думаю, что все-таки стоит... Мы же жарили, да? Очень внимательно. Радиации по 9 дается. Это вообще, это отлет сразу будет. А, латыш 40к. Просто, да? Со смайликом.
М. Не, ну а как говорится, почему бы и да, правильно? Ну а почему бы вот так вот, ну. Вот так вот я художник, я так вижу. Просто человек за сегодня уже тысяч, наверное, сколько, 50 закинул. А ты просто, я не знаю, Герман, ты крейзи, реально. Вот просто я на все вот это вот смотрю. Это очень, это того самого, и все. Да. Вот так вот и живем. Латыш, спасибо тебе огромное за такую поддержку. Добро пожаловать. И за весь чат, за весь кинотеатр заплатил за билет. Это сильно. Так. Ну, поехали. Очень-очень-очень много всего дается. Очень-очень полезного. Очень важного. Которое нам крайне необходимо в стройке. Вы знаете, я как сделаю? Я, наверное... Можно, конечно, сразу убраться, но... Под вопросом. Стоит ли? Я, наверное, разберу то место, где я непосредственно нахожусь сейчас. Ну, просто потому, что это нужно. Заборчики я пока оставлю. Вот это все мы тоже уберем. Спасибо, друг. Спасибо. В дома пока не полезу, столбы оставлю. Всякие вот такие, которые уже рухнули. Этот хлам мы весь разберем. Будку собачью оставим с миской. Не-не-не, это все оставим. Максимально сохраним, так скажем, атмосферу, да? Хламье разберем только самое. А остальное сохраним. В дома пока не пойду. Пока что. Это дерево, оно мне вообще не тарахтело. И меня интересует следующее. Как нам сделать так? Как нам сделать так, чтобы пребывание в нашем городе было не только приятным и красивым, но и к тому же и безопасным? У меня пока что нету абсолютно ничего. Есть диваны. Столы. Батареи под снос. Хламье, хламье, хламье. Очень такой спорный момент. Вот это мы тоже вот здесь разберем. Это у нас самый вход, да, откуда люди пойдут. Чего? Что за внезапный таракан? Куда он там? Так, все завалы, все мы убираем. И делаем вход в город максимально приятным. Вывеска, все эти знаки, они не актуальны. Так.
Это тоже уберем. Это оставим. Будки оставим. Это оставим. Я думаю, что все оставим. И приступим, знаете, к чему? Ну, здрасте. Тормози. Тормози, мой хороший. Приступим к нашему месту для жилья, где у нас будут обитать наши первые... Кто? Правильно. Наши первые... Вот эти вот туземцы, да? Выживальщики, я не знаю, как хотите их называйте. Не хочу ничего вот это хламье восстанавливать. Здесь просто все переработаю. Мы сейчас сделаем... Блин, ядерный взрыв, конечно, никого не пощадил. Здесь все... Вот. Отлично. Крыши здесь нет. Ничего у нас здесь нет. Все на самом деле очень грустно. Ванна вся разбитая. Батарея. Все. Все довольно прискорбно выглядит. Но, как говорится, прежде чем строить что-то новое, нужно вынести все старое. Итак. Ну, как-то так. Надо теперь подумать, нужны ли нам окна. Если нас будут рейдить, если нас будут конкретно рейдить, все эти окна, они... Не знаю, нужны ли. Крыши нет, ничего нет. Забор весь валяется, но мы его можем, в принципе, с горем пополам восстановить. Так, ну здесь забор восстановим, здесь культуры высадим. Так. Так. Как нам сделать так, чтобы я вот так вот не стоял под открытым небом? Ну, знаете, есть одна пословица, очень хорошая. Так, одну секунду. Как говорится, утро вечером мудренее, да? Я думаю, что нам необходимо... И одному интересно, почему мы именно сюда зашли. Нам нужна кровать. Нам нужна кровать, чтобы мы поспали. Потому что если мы перестанем спать, на этом, в общем-то, все закончится, даже не начавшись. Я думаю, мы ее так и поставим. Анатолий Кардаш. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо огромное. Это наша кровать. Мы хотим поспать. Спим 8 часов. Отдыхаем. Да. Это у нас ночь. О, еще и выброс. Привет. И поспим еще, ну, часов 5. Вот так вот. Есть. Отличная погода. И здесь начинается самое интересное. Значит, мы хотим с вами построить крышу. Есть одна очень интересная вещь. По-моему, металл, да?
Мне нужен пол. Пол. Мне очень интересно, как это работает в этой игре. Ага. Он очень большой. Угу. Это все дерево. Бетон. Металл, стены, модульные дома. Неужели нет металлического пола? Это очень интересно. Есть стены. Но пол-то мы не видим. Очень интересно. Ты еще 40 тысяч закинул? Ну, то есть просто, да? Просто как бы две скобочки. То есть одна скобочка 40, две скобочки 40. Слушайте, я, наверное, это крайний стрим. Там в Дубайске всегда хотел побывать. Я чувствую, если так у нас дела пойдут, то ближайший стрим вы увидите никогда. Спасибо, латыш. Спасибо, дорогой. Это просто, ну, я не знаю, правда, что говорить. За столько лет я так и не научился, наверное. Просто огромное спасибо. И что еще мне сказать? Я не знаю. Это жестко. Очень жестко. Спасибо и приятного просмотра. Да. Итак. Пол. Крыша. Это все крыша. Ха. Знаете, что самое смешное, что эту крышу, она не заменит эту. То есть это будет такой колхоз. Ты даже не поставишь ее. Угу. 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 Это чисто модули. Металл. Знаете, что я не увидел? А где металлические стены? Просто глухая стена есть металлическая? Есть. Металлические стены. Стали у нас немерено, да? Угу. 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 Правда, да? То есть игра как бы нам тонко намекает, что нет. Мне кажется, что да. Что-то мне подсказывает, что будет все-таки как мы хотим, а не как игра хочет. Как вы думаете? Как вот вы, ну, считаете? Есть у вас такая
Предположение может быть какое-нибудь. Еще что-нибудь. Самое забавное, что деревянных стен я не вижу. То есть чисто вот просто стена. А, нет, есть деревяшки, да? Ага. Кстати, прикольно довольно выглядит. Такой пост, как знаешь, как постапокалипсис, типа. Вот этот мне понравилась стена. Сейчас покажу. Такая, знаете, типа... Я его слепила из того, что было, да? Угу. 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 Так. Я тебя слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. На-на-на-на-на-на-на. Я ж тебя все равно поймаю. Узелок завяжется. Чик. На-на-на-на-на-на-на. Узелок завяжется. Тара-та-та-тара-та. Та-та-та-та-тара-та. Как тебе такой мув, Илон Маск? М? Ты думал, мы тебя не переиграем? Тебя переиграем. На-н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 а. Я что-то так подумал. Металла-то много, да? А что-то мы по-детски как-то строим, да? Вам не кажется? Как-то мы немножко по-детски с вами строим. Почему не из металла все строим? Вот прибегут к нам плохие дяди, а у нас не из металла. Ну разве это правильно? Мне кажется, это неправильно. А вот... Ну, здрасте. А вот... Если мы... Вот так вот сделаем. Мне что-то подсказывает, что плохие дяди подумают, стоит ли им к нам приходить или все-таки не стоит. Как вы считаете? Мне кажется, так оно и есть. Знаете, вот эти вот окна. Секундочку. Так, ну-ка, браток. Ага. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Сломали. Понял. Сломали. Все сломали. Понял. Все, сломали. Широкую, на широкую ставь. Что за люди, а? Ну были же люди, как люди, и все разом стали уродами. Парадокс.
На-на-на. Что-то вот он как-то ругается вот на эту металлическую конструкцию. А почему ругается? Не знаешь? Это потому, что у него собаки нет. Дырки-то надо закрыть. Правильно? Правильно я говорю или неправильно? Правильно. Вот. Ну кто-то придет, в дом постучится, а у нас окна все открыты. А у меня там, между прочим, ценные вещи могут лежать. Правильно? Правильно. А тут вот раз с улицы. Дудуль у тебя. Ничего у тебя не получится. Еще в щелочку могут вот так вот выставить. Да. Да. Вот такие вот мы. Угу. А ты как хотел? Так. Вот видите, вот. О, дверь. Дай-ка дверь. Дверь нельзя, что ли? Чё? Мне очень-то и хотелось. И ладно. Да-да, я и говорю. Так, а ну-ка, солнышко, иди-ка пока вот сюда. Так. Так. На-на-на-на-на-на-на. Та-та-тушечки, та-та. Так. На-на-на-на-на. Ты что, аферист? А? Не слышу. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Кто-то скажет: Лех, зачем вот все вот эти вот мучения, да? Сейчас маленько приблатыкаемся и пойдет процесс. Зачем все мучения, если можно просто взять и построить новый дом? Ребят, знаете, вот, когда игра, она говорит то, что вы можете строить что угодно. Я человек простой. Мне сказали то, что можно строить что угодно. Я строю. Если, как бы, ну, разрабы не додумались сделать по-человечески. Но мы же с вами все-таки люди адекватные, да? Мы же с вами все сделаем, как нам надо. Верно? Верно. Мы же все равно сделаем. Мы же все равно заделаем. И потолок заделаем. И все заделаем. Просто почему? Ну просто потому что. И крыша у нас с вами хорошая будет. Правильно? Правильно. Я вот, допустим, играю, я понимаю, что это как, знаете, как вот то самое произведение искусства. Да. Вот левел, прикинь, получили, пока здесь чухались. Ты вот мне скажешь: ну вот, Лех, зачем? Я тебе скажу, что ну это же балдеж. Вот видишь, теперь абсолютно все есть.
Так. Прикинь, вот сюда вот к нам заходит, а у нас все везде забаррикадировано. Прикинь? Не-не, это обычные, ребята, это обычная, это ванилка. Не-не-не, это без модов, без ничего. Это ванилки так вот тут можно делать. Дай бог здоровья тем, кто это просекли. Вот. Мы с вами вот так вот берем и потихонечку тараканим. То есть, ну раз разрабы не захотели это как бы сделать, ну мы же с вами люди умные, правильно? Могли бы и поддакнуть. Главное что? Главное, что вот потом, понимаешь? Пришел, а здесь везде болты. Все везде заколочено. Понимаешь? И из такого... я понял, латыш. Вот вы мне скажите, вы вот... ну, у вас нормально все вообще? В целом, в общих чертах. Не, я человек простой. Я стример. Вот латыш берет, заходит, он кидает 40... Потом он кидает 40. И потом он еще кидает 40. Причем в чате ставит, в донате ставит 1 смайлик, 2 смайлика и 3 смайлика. Это он уже, получается, купил как бы не кинотеатр, а вообще, ну в принципе, все, он жизнь эту как бы купил. Вы мне скажите, латыш, это как вот это вот понимать? Непонятно. Хейтеры, кстати, в чате говорят, да никто к тебе в этот дом не придет. Знаешь, вот, друг, вот когда начнется вот это вот, да, я тебя к себе не возьму, понял? Вот латыша возьму, тебя не возьму. Будешь потом плакать, говорить, эх, вот бы, тогда бы вот я слушал дядь Лешу, да? И чат возьму, вот кто лайки поставил, 100% возьму. Да, еще и накормлю, напою, еще и эту, как ее... Ну, ты понял. Короче, здесь тоже все красиво сделаем. Понимаешь? Прикинь, вот крыша появляется. Вот как? Если разрабы говорят, нельзя ее строить, тогда у меня вопрос, а как мы-то ее построили? Кто не знает, нет. То есть, получается, можно. Понимаешь? Им говорят, фанаты игры, ребят, сделайте нормально, чтобы можно было строить, там, редактировать. Они говорят, нет, мы не хотим, мы Bethesda. И тут приходит кто? Правильно, любимый стример, который говорит, а нет, ничего у вас не получится, я жить буду под открытым небом не хочу. Я художник, я так вижу. Я вот хочу жить вот в красивом своем пентхаусе. Понимаете? Согласись? Вот зараза, и отсюда не подобраться. О! Подобрался. Сабина! Тебя тут латыш спрашивал. Говорит, не хочешь к нему поехать? Да. А знаешь почему? А он еще взял 40. 2 по 40. 2 по 40, и завтра в школу не пойдем, он вот так сказал. Я говорю, ай, ну тогда давай. Ну а что нам? Согласись? Что нам, латышам? Я, кстати, на 54% тоже латыш. Если что, просто, ну кто не знал. Не, мало ли. Потом будут еще говорить, типа, вот, Леха там. Нет, ребят. Кровать. Ставим в центр. Если я эту дырку сейчас не забаррикадирую, я ночью спать не буду. Я вам серьезно говорю. Погоди. А, это вход. Дядя Петя, ты дурак? Где стена-то, которая была? Эй. Во.
Ты ставиться будешь? Давай по-хорошему. Или извинись. А, то есть вот так, да? То есть начинается, да? Вот это вот. Все как мы любим, да? Угу, ну ладно. Я девушка простая, меня долго уговаривать не надо. Все правильно, все правильно. Нет, ну как говорится, ну а что нам латышам, правильно? Согласись? Взял, собрался и все. Это ад всех инженеров и перфекционистов. Абсолютно верно. Я, правда, слова этого не знаю, но ничего страшного. Я с тобой полностью согласен. Как говорится, ад не ад, а коврик сам себя не постелит. Понял? Да, я себя идентифицирую, сейчас же это модно стало, как латыш. Да. Че только не придумают. Бегают он эти сумасшедшие за дверью, как собаки прыгают. И посмотришь, у меня глаз дергаться начинает. Я говорю, что ж вы... Кого же вы, говорю, у меня такие дурачки-то, а? Ах ты подлючий стул, а, прикинь. Стул мне тут всю стройку руинит. Не увидел? И вот я не знаю, сколько сейчас онлайн на стриме. Кто-то скажет, Лех, ну вот разве вот это вот интересно? Вы знаете, ребят, я вообще иногда вот задаюсь вопросом, вот если я просто черный экран запущу и просто буду с вами сидеть разговаривать, вы меня смотреть будете? Меня иногда это пугает. Мне кажется, вам, еще раз говорю, вообще абсолютно плевать, что смотреть, как смотреть, где смотреть. Вам, вот 4600 человек смотрят, как другой человек застраивает первое здание. Вот скажите, это нормально? Так, а ну-ка. Нормально. Ну, это все нормально, да, как бы? Ага. Вот это нормально. Хорошо, хорошо. Так, коврик разберем. Не пойдет, не пойдет. Не пойдет, нет. Ладно, пусть здесь будет окошечко. А что, выглянул с утра вот так? Раз, а здесь у тебя огород. Вот, пожалуйста. Согласись? Арбуз здесь растет. Не шутя. А что? Ну и что мы по итогу имеем? С виду неказистое здание. Мы с вами его полностью застроили. Это убрать, если что, нельзя. Мы с вами его полностью, ребят, застроили. У нас здесь безопасно. И у нас, между прочим, везде есть крыша. Форточка, вот форточка, да-да-да. Сейчас все как начнут активно дышать. И что потом делать? Непонятно. Так. А что? Смотри, крыши везде теперь, ребят. Открытого неба. Вот. Ну подожди, здесь никто не спит. Все. Полностью одно застроенное здание. Да. Так, теперь. Теперь кровать. Кровать, мои хорошие. Поехали. Кровать мы берем. И... Тут главное все правильно умещать. Как говорится, бизнес будем делать, да? Место сдавать. Койко-место. Иронично, мне банк счет блокнул за подозрительные операции. Фейк-латыш живут в Москве. От Латвии только паспорт. Вот и... Слушай, ты явно что-то знаешь. Это ты какой-то мув такой очень интересный. Это как так? Это что за фейк-латыш? Это надо ник такой взять. Фейк-латыш. Это как... Понял, я хотел себе в свое время взять ведро гудрона. Да, чан кефира, я не знаю. Да, таз молока. Почему нет? У меня были такие, я в линягу играл с такими. А что, нормально. Мне очень нравилось. Так, харизма. Мы дропаем. Еды нам столько не нужно. Если честно, я бы, наверное, затрейдился, пошел. Но на трейд мы ждем, когда придет кто-нибудь сюда. Для того, чтобы началось пожилое движение, хоть какое-то, нужно сделать следующее. Макароны.
Миско оставим. Вообще не знаю для чего. Обручальное кольцо ни в коем случае. Оставляем. Очищенная водичка, папка, патрона, дробовик. По идее ничего не весит. Ну ладно, окей, пусть будет. 38-й оставляем. 45-ку оставляем. Пивандепола пока что оставим. Сахарные всякие бомбы, вот эти вот стейки. Это все туда. Нам не нужно. Пустоши нас прокормят. Помните, как в этом? Тайга тебя прокормит. И выкинул за дверь. Что? Что? По-моему, нормально. Да. Так что как-то так. Так, ребят, давайте не будем это. Так, водички засандолим. Жареный рад тараканчиков всадим. Мы есть не хотим, ничего не хотим. Мы молодцы, все хорошо. И вот так вот у нас построилось что-то первое, да? Но наш герой, как говорится, не сдается. Нам нужно, чтобы шли люди. Люди. А чтобы шли люди, знаете, что нужно? Хотите, скажу? Правильно. Чтобы шли люди, нужен маяк. Как говорится, Херак — это радиомаяк. Поздравляем, вышла херня номер 8. Так. Я вот здесь вот без вашей, наверное, помощи я так и не вспомню. Не вспомню. Маяк. Он где-нибудь в социалках, наверное, да, друзья мои? Что-то там в социалоч. Вот это вот похоже. Оп. Вербовочный маяк. Кристалл. А кристалл-то у нас и нет. Нет кристалла. Если я не ошибаюсь, кристаллы добываются то ли с микроскопов, то ли с каких-то фотоаппаратов, еще с какой-то... С чего-то они вот с такого вот добываются. Но, по-моему, все-таки с микроскопов кристаллы. Мы что-то как-то тогда вот искали, мне запомнилось. Ну да ладно, ничего страшного, да? Что мы с тобой? Ребят, я один домик сделал. Я вышел бы на самом деле в пустоши и немножечко бы пошукал. Но перед этим, конечно же, что мы сделаем правильно? Мы с вами прокачаемся. Ой, как громко здесь. Прокачаемся. Что мы хотели с вами прокачать? О, стреляйте и убивайте, получив доступ к модификациям огнестрельного оружия. Если мы сейчас выйдем туда без модификации, то Кукан, он просто неотвратим. Мы без брони, мы без всего, нам сразу надо поражать цель. То есть, если мы этого не будем делать, то в режиме выживания нас 100% ждет что? Что, ребята? Правильно. То самое. Все, как ты любишь. А при чем здесь вот это вот? Про вас, что ли, что-то? Непонятно. Ну так вот. Любое действие может принести в 3 раза больше опыта. Чем ниже интеллект, тем выше вероятность успеха. Такое. Я бы вот все-таки вот сюда бы вот ушел. Уж больно мне это интересно. Вы уж меня простите, но фанатик оружия. Я сейчас предлагаю, так как мы все подробнейшим образом лутали, прийти к оружейному верстаку и попытаться вот с этим пистолетиком что-нибудь нам немножечко, так скажем, это, поковыряться, да? Меня интересует конкретно это урон. Урон для того, чтобы просто сразу их сбривать, потому что если этого не будет, то все, конец. Магазины, ну это понятно, большой, малый магазин, при этом у нас еще ресурсов очень мало, ребят, поэтому как бы, ну, особо так газовать-то и не получится. Короткий ствол. Это дальность. Очень неплохо, но клея у меня очень мало. Вот прям жалко. Сейчас, секунду. К нам приехал наш любимый дядя Федя дорогой. И из пистолетика, который 18 урона, мы с вами можем сделать пистолетик, в котором уже 27 урона. 27 это уже, мои хорошие, серьезно.
А ну-ка, солнышко, дай-ка папе вот это вот. Вот. И мне бы какой-нибудь хотя бы коллиматор. Можно? Вот какой-нибудь вот... коллиматорушку. Нет, нельзя там вот это вот. Вот, коллиматор. Да, ага. Я понял. Будь любезен, туда обследуй сначала пустоши, а потом уже будет тебе коллиматор, да. Но теперь у нас пистолетик стреляет как 2 пистолетика, понимаете? Вот так вот, казалось бы, да, вот такой вот. Представляешь, такой идешь по пустоши, да, значит, произошел ядерный взрыв, все такие всего боятся, а тут идет чувак, одетый в пижаму и брюки. А тут раз, и Валера на 27 урона. Вопросы есть, вопросов нет. Как говорится, пост дал, пост принял. Здравствуй. Здравствуй. Не верю своим глазам. Он говорит, что, короче, все грустно и так далее, и тому подобное. Мы его немножечко послушаем. Он говорит, что случилось с миром. Он говорит то, что мы спали что-то там, по-моему, 200 лет. Короче, как-то вот так. Дальше мы говорим, что у нас минус супруга. Дальше мы говорим, что похитили Шона. Спрашиваем 200 лет, типа, как это так? И спрашиваем, все ли хорошо? Прокни. Потому что это опыт. Просто прокни. Да, скажи да. 20 опыта сюда, папе на базу. Робот плачет, говорит, что все это было ужасно, мне нечего было делать, я с ума тут сходил. Короче, вы поняли. Так. Ой, извините. Ну, он рассказывает, что началась бомбежка, короче. Он говорит, я думал, что все погибли. Он говорит, я нашел голографическую запись. Ваша супруга вам его хотела вручить в качестве сюрприза, но затем случилось то, что случилось. Спасибо. Мой хороший мой. Может, он говорит нам вместе осмотреть окрестности? Надо найти Шона. Он говорит, может быть, туда? Спасибо. Лехна. Здравствуй, мужик. Рад видеть. Извини, сразу не увидел. И вот теперь вот очень важно. Поговорить мы с ним не можем. Ну, на самом деле это утопия. Грабить у нас пока нечего. Я думаю, что рейдеры сейчас сразу не придут. Но Валера у нас сейчас очень серьезный. Лишнее я все скинул. Хрючево можно заварить, потому что мы убивали, да, тараканов. И... Дутни не хватает. Не хватает. Так, перед выходом обязательно что нужно сделать в режиме выживания? А? Что нужно сделать в режиме выживания перед тем, как выходить? Телепортов нет, ничего нет, полный реализм. Что нужно сделать, мои хорошие, а? Поставить лайк и, конечно же, поспать, потому что только сон, только сон, ребята, здесь сохраняет игровой процесс. Хочу такие штаны, мне тоже понравились. Ну, не знаю, сейчас кто-то скажет, конечно, нудно, там туда-сюда, но вот так вот мне очень нравится. Рано с утра, кстати, встали, прям с позараночку. Ну и пойдемте. Сразу говорю то, что умирать придется, отлетать буду часто, но урон у меня будет очень сильный. Очень сильный. F5 в этом режиме не работает.
Так, ну что ж. Угу. А, это она вам машет. Поздоровайтесь, ребят. Так. Ну, тут Патрики. Разные костюмы бродяги, еще что-то. Если честно, мне особо он не интересен. Ну, пока что. Чуть-чуть потише сделаю прям. Так. Я знаю, что сейчас многие сомневаются, да, в нашей силе. Это здесь лежал мешочек. Сенсорный модуль. Это, наверное, хлам. Интересно. Давайте прогуляемся. Хотя, наверное, для начала... Блин, ну там... Там сейчас будет Габелла. Я не знаю, как правильно сделать. Здесь я вот сомневаюсь, как правильно пойти, чтобы не отлететь. Блин, вот эту собаку можно, конечно, попробовать. Вот тот олень мне просто крайне необходим. Ну, на урон давайте положимся на урон. И не зря я на него положился. Мы очень, очень сильные. Даже в этом режиме выживания. Так, олень, брат, ты только не обессудь. Но ты мне реально нужен. Во-первых, потому что опыт. А во-вторых, потому что по-другому нам выживать вообще никак не удастся. Ты уж не обессудь. С него шкура и мясо. Как мы с вами недавно узнали... Здесь есть бафы. Они реально есть. Бафы — это... Вы можете приготовить какое-то блюдо. И, как говорится... Приготовив это блюдо, вы... Сможете очень сильно наваливать. Очень жестко наваливать, я бы сказал. Я помню, что там лежит... С первой нашей серии, да, стоит обзорный. Я не представляю, как вот здесь сейчас нам выжить. Это, ну, просто 50 на 50. Если прокатит, то прокатит. Если не прокатит, ну, как бы и не прокатит. Давай попробуем. Я очень надеюсь, что пес здесь зарешает, иначе пойдем в лобби. Сюда. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? Ты ж мой хороший, господи. You wanna come with me, pal? Офигенная собака. Okay, then. Let's Ты мой хороший. Так. Что вы писали по поводу собаки в комментариях? Лех, она может приносить вещи, которые она находит, но хранить в собаке, как в спутнике, ничего нельзя. Я это запомнил. Еще раз спасибо каждому за ваш комментарий. Это очень полезно. Так. Это, честно, очень стрёмно. И вот здесь мы просто выгребаем все. Разбивать что-то вот здесь смысла вообще не вижу. Трогать, строить, там, и так далее. Вообще сюда не хочу. А вот закрыть гаражик... Поехали. Забираем все, лучше сбегаем до города. Нам в город надо прям просто носить все, что мы найдем. Вообще все. Без разницы, что это. Все туда, все в дом, все в семью.
У-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Все, да? Успокойтесь. Не с миром, наверное. Так. Падает нам карабин на 13. Вот пистолетик-то я разберу. А вот это... Вот это. Сейчас попробуем маленько пошаманить. Дальность 203. Что? А вот это задаток на снайперскую винтовку. Угу. А вот это задаток на снайперку. Хорошо. Масла нет. Масло. Сейчас посмотрю, что по урону можно сделать. 19. 19. Мы ее всю прям пройдем. Снайперская ложа. Ну и дальше магазины. Не вижу смысла в нем. Он мне не нравится. А вот медь мы с него получили. Так, погнали собирать. Самое главное со всех все собрать. Накидали мы очень бодро, настреляли очень бодро. Так, поехали. Крысиный яд. Журнальчики. Кружки, вилки, ложки, кофейник возьму. Кофейник деду надо. Пачка сигарет, телефон 100%, какие-нибудь пружины, не пружины будут. Тостеры, не тостеры, все остальное. Вот эти вот все надо выключать, вот эту всю галиматью сразу. Забываю, напоминайте. А то потом АПшки прилетают, приходится все это дело вырезать. А то они ругаются прям сильно-сильно что-то. Антибиотик на основе трав. Крышки. Вроде бы все. Плитка. Есть. Так, ну что, утро началось, как говорится, не с кофе. Кола. Молочко. Молочко. Ну и химлабораторию. Меня интересует лечение. Просто жесть, сколько всего надо. Любая здесь скрафченная вещь, любая, дает нам в первую очередь что? Дает нам, друзья, в первую очередь это опыт. Но я бы поберег немножечко пока что эти препараты. Фейерверки. Так. Есть. Есть два варианта развития событий. Либо идти сюда, либо начать все исследовать. А собачка пойдет за мной, интересно? Собачка. How you doing, buddy? Она же должна, да, за мной пойти? О, да.
Она за мной пойдет. Сейчас, секунду. Она за мной пойдет. Ну что ж. Я предлагаю сейчас пройтись вот так по кругу. Вычистить всю вот эту вот прибрежную зону. Все, что нам попадется. Мы с вами сейчас как чисто эти поморники, чи как там. По загрузу. Ну, такое. Может не хватить. Пу-пу-пу. Просто с бедра. Опыт идет просто килотоннами. Вообще с бедра даже без прицела. Так, вот здесь вот где-то еще один персонаж валяется, да. Револьвер. Вот на этот револьвер. Платье с блестками. Ну, конечно, а что мне еще может заролиться, ребят? Ну, а вот что еще? Платье с блестками, плюс к харизме. Ну да. В принципе-то, да? А что же еще может заролиться? Так мило, что прям... Не-не, у меня сейчас к выносливости. Так, стоят друзья. Стоят друзья. Вот как мне их нагнуть так, чтобы... Внезапность наш конек. Забайтить. Есть. Давай. Привет. Я понял. День сурка пошел с почином. Здорово всем. Просто молик в карман залетел прям. Ладно. Хорошо. Ладно. На, чисто попей, да. Ничего, ничего. Но я предлагаю сразу просто на них ран сделать. И, кстати, можно, наверное, все-таки одеть. Во время файтов можно одеть. Блин, так все прям... Ай, разрываюсь между тем, вот стоит или не стоит. Давайте небольшую защиту, да, на себя возьмем. Туда лутаться пойдем во вторую тогда сторону. Здесь сейчас просто идем... Там очень все просто. А вот здесь... Вот здесь вообще не просто. Поехали. Со второго трая должны... Смерть здесь будет, это как неотъемлемая часть нашего путешествия. Вести будет не всегда. Совсем не всегда. Чего? Медальон? Что-то, наверное, дорогое. Что-то очень на дорогом. Ага. Блин, как же мне их нагнуть, чтобы ничего не подхватить? Может их сюда забайтить на этих крысюк? Или я, наверное, слишком выдумываю, да? Блин, я, наверное, очень много выдумываю.
Так, конкурирующие фирмы тут. Причем вы видели, какую он мне моменталку кинул? Просто обалдеть. Просто секундную. Чик. И все. Там задоджить вообще варианта нет. Ну ладно. Крыс я здесь сейчас не буду трогать. Спокойно. Есть. Привет. Менять постоянно позицию. Ствол урон уже прокачан. Они с крысами повеселились. Их покоцали, крысы 100%. Их там 3 или 4 сколько было. Я не вижу их. Через ватс тоже не бьются. Вот крысюка одна валяется. Вон вторая. Не обходят ли они меня? Нет. Не вижу. Очень интересно. Ни один вообще не попадается в ватс. Прикинь? А куда же вы зашкурились-то, друзья? Но они где-то есть. Опа. Спокойно. И просто вот так вот. Ну, попади. Здорово. Мать твою. Тихо, 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 тихо. Про грены я не забыл. ХГ надо занять. Отступить. Что? Ты кто? Ты ж не по мою душу? Что, он вообще грохнуть? Может, у него что-нибудь выпадет? Так. Опа. И резкий врыв. Просто резкий. И вот так вот. Попади, лох. Исправим эту ошибку. Так. Шикарный рейд. Просто шикарный. 45-ки. Еще патроны на револьвер. Вспомнить, где мы вальнули. Где-то вот здесь вот, да, я насыпал по второму. Тело могло скатиться в воду, либо... Вот такое ощущение где-то вот здесь. Вот оно. Есть. И еще один. Он, по-моему, где-то вот здесь. Кстати, спасибо. В город. Срочно сейф. Срочно сейф. Файт шикарный. Где-то я его прям прищучил. Где-то вот... Так.
Привет. Привет. Какой любознательный мальчик. Где-то еще один. Есть догадки? У меня нет. Где-то мы его прям щелканули. Вы знаете, такое ощущение, где-то прям в начале... А, вот он. В начале файта. Я помню, что... Так. Ага. Спальный мешок. Слушайте, ну вроде бы как бы все. Затар полный. Погнали сохраняться. На выживании по-другому не будет. И сейчас, я думаю, всем самое интересное, это только одно. Что же можно сделать при апгрейде с револьвером? У револьвера урон просто, ну, крышесносный. Но есть нюанс, то что нет, у него нет, как сказать, блин, может быть, не-не-не, а нам по-любому, ребят, нам скидывать все нужно. У меня полный рюкзак. У меня, вы видите, 7,7 из 85. Без вариантов. В принципе, имея вот такой затар, я бы вот вообще вот оттуда пошел. С той стороны. Лом. Понял. Лом — это хорошо. Не, в мешке-то мы засейвимся. А грузоподъемность кто? Если лут профукать такой, это будет довольно неприятно. Естественно, сразу же все перевариваем. 100% сразу же. Вот. Плюс 25 переноски грузов на целый час игры. Либо реального времени, либо игрового. Вот это вот другой уже вопрос. Вот это другой вопрос. Сейчас узнаем. Кстати, скротокрысов плюс 5 очков жизни на 15 минут. Собачатина. Вообще ничего не дает. Тупо еда. Бестолковая довольно такая вещь. Напитки. Выйти. Да. Ну, пойдемте. Не забывайте то, что мы с вами заапгрейдили, да, все. Наша халупа. Сразу видно, кто строил. Мы с тобой. Так, ну, поехали. Во-первых, подробнее скинуть весь хлам. Скинули. Хлама, на самом деле, не так уж и много. Мне вот это вот интересно. Кастет. Да, нет. О, да. О, да. Помните фильм Кувалда? Был такой прям олдовый фильм. Тут, короче, можно сделать, как в этом, понял? Как у Чак Норриса. Чисто, знаешь, такой прям... Просто, чтоб сразу шляпа отлетала. Вообще просто без шансов. Красиво, кстати. Но надо копить. Копить и еще раз копить. Так, разобрать. Лом. Разобрать. Раз. Два. Я вот задумываюсь, знаете, о чем? А его разогнать сильно нельзя. Такой он, знаете. Его можно типа ППшки сделать. Пока дропну. Пока не надо. Пока что. Вы знаете, в принципе, я бы, наверное, и Валеру пока что дропнул. Пока что. А пока что? А пока не насобираем нужные ресурсы. С другой стороны, вот интересно, сколько он весит.
Броня. Интересно, а можно ли где-то... Вот этого-то я и не учел. А ну-ка, Сережа. Иди-ка сюда, солнышко. Негоже так. От папки прятаться. Ну что же это, мы под открытым небом. Надо верстачок-то занести. Ну все-таки инструмент, ребят, надо уважать такие вещи. Правильно? Правильно. Так. Расскажите-ка мне. А броню только отдельно, да, можно крафтить? Угу. Угу. Кожу можно неплохо закрафтить. Но я ее пока разберу. У нас, в принципе, с вами очень все неплохо. И бой. Пока модифицировать его, к сожалению, тоже нельзя. Попей. А вот для попей... Сейчас, одну секундочку. Скидываем весь хлам. И нас с вами интересует... Вес 4,2. Он нам пока не нужен. Пока. Патры веса они имеют, но не так много. Домашняя одежда. Пока сюда дропнем. Пока что. Нам надо на трейд как-то выйти. А вот как на него выйти? На торговлю. А чтобы выйти на торговлю, нам нужно сделать поселение. Осколочные грены. Вес имеют. Я бы прям на 0 все задропал. Отбивные из собачатины. Но это мы сейчас покушаем. Вот это. Пакет крови. Но это прям на непредвиденный случай, наверное, да. 38-й. Я скину, потому что, ну, у нас все с вами есть. Пока что нет. Пока что. Это все продадим. Продадим. Пюре имеет очень хороший вес. Свинина с бобами очень много весит. Собачий ошейник, кстати. Холщовый капюшон. А где я? А где мы? Я прошу прощения. А что? Смотри! Ты представляешь, такого встретить? Это можно и немножко это. Того самого, да. Что? Вот так вот. А ты не ожидал? Вот так вот. Так, шпильки веса не имеют. Штатный ресивер. Мы тебя дропнем, мы тебя, ты нам, в принципе, так-то и не особо как бы. Стимуляторов очень много, веса не имеют. Панталоны. Сюда. Очищенная вода. Все равно вернемся. Так, мы с вами сейчас ложимся спать. На вот так хочу. У нас сейчас будут проблемы с водой, да? Угу. Угу. Проблемы с водой и, собственно, едой. Но для нас это как бы не особо-то и проблема. Сейчас объясню почему. Раз. Очень много вот эта вещь весит. Все, у нас проблем нет. Все по фулу заряжены, решительны и готовы, в общем-то, к нашим дальнейшим передвижениям. Я предлагаю еще сходить. Но сходить в этот раз
С вами сохранились, да? Но сходить, друзья мои, в этот раз. Посмотреть, что вот здесь. За поселением. Судя по всему. Судя по всему. Да, мы здесь пройдем, кстати. Но никто же вот... Выстрелы? Спокойно. Цып. Вот такая вот внезапная встреча. Привет. Дворняжки-то ходят прямо здесь, прям рядышком. Мне больше интересно, кто стреляет. Я же не один это слышу, да? Я же не один это слышу. А ведь это край карты. Опасно. Без шансов. Не дурно. И пошел очень бодрый залут. Я человек простой, на меня пистолет направили. Шапка отлетела. Если честно, мне таких соседей не особо и как бы и надо. Так-то. Между нами, девочками. Или мальчиками. Мне не надо, чтобы у меня здесь всякие мусорщики были под этим. Так, а куда же нам дальше? Ну, давайте попробуем. Винт. Вот это вообще сейчас было неожиданно. Таргет никто не ловится. Ни внизу, ни вверху. Опа. Яички. А чьи яички-то? Ничьи, да? Матерь Божия их здесь оставила. Серьезно, парни? Яички. Я вообще не трогал ваши яйца, они мне не тарахтели в одно место. Не, если мы так с вами сейчас будем разговаривать, так-то вообще я вас как бы могу с этим пистолетом и того самого, и этого. Я пошутил! О, мелкие глисты! Стой, не надо, тормози, горами, огородами, уходим, вообще не надо, не. Там мама с папой вылезли. Хэдкрабы. Не струя себе фонтан. Соседи у меня бодрые. Грудная клетка и позвоночник. Что происходит?
Ничего не понял, но мне надо. Смотри, там какой-то этот. Кажется ли темнеет? Ага. А где я? Нормально. Яички, прикинь, потеребонил, пошел яички. Я не пойду больше, мне такое не надо. Страшно, очень страшно. Кожаная броня. Понял. Тут смотри как. Тут очень интересно. Тут очень интересно, я вам сейчас скажу, что. Вес 4. Можно сет собрать кожаной брони. Правая рука, правая нога, левая нога и левая рука, да, не хватает? Левая рука, я бы что-нибудь бы на самом деле накидал бы. Допустим. Ты броню свою не хочешь одеть? Или типа, ну... Нет у тебя, не было такого желания, дружище, там, ну... Понял. Стоп. Типа с этой броней... А, ну конечно же, портупея, да-да-да. Не, ну базара зиро. Выглядишь ты эпично, дружочек. Я бы сказал прям просто... Fucking slaves! Осуждаю! Билли. Всегда в наших сердцах. Что за воин? Кстати, светящийся гриб. Мне бы вот тех другальков залутать. Судя по тому, что это были яйца болотника, наверное, мы с вами... Твою мать. А как по вам попадать? Понял, им... Поплыл куда-то. Ага. За каждого по 6. За прикладом шлеп. Если он меня укусит, радиация, она не пощадит. На выживание, ребят, я бы не стал это делать. Вот с прикладом экспериментировать. Слушайте, но с них мясо болотника... Что же вы там охраняли? Либо вы там просто живете? Блин, вроде как бы и надо засейвиться, сходить. А жадность, она может породить поход к кровати. Слушай, а мне ведь выгодно, чтобы они из яичек вылуплялись. Стой. Во-первых, левел ап. Нельзя пока прокачать. Нельзя. Ладно. Больше патров. Увеличение урона на 5% еще. Звучит как вот неплохо. Вот это вопрос.
Враги могут взрываться. Урон от крит-атак. Вот можно. Можно насчет крит-атак я бы вот все-таки подзадумался бы. Линии снабжения между поселениями пока нет. Действие препаратов увеличивается. Взламывать роботов пока что нет. Слушайте, ну... урон от крит-атак. Вроде бы как бы. Вроде бы как бы-то и нет. Вопрос, да. Да-да-я. Вроде бы как бы и хочется побольше находить. Не, ребят, на этом уровне сложности это будет габелла, если я это не прокачаю. Пусть он побольше... Ага, добрый день. Ну, давайте очень аккуратненько прям. Оп. Ну, давай. Мать твою, каждый раз я не могу никак привыкнуть к этому звуку. Поехали. Как залутать опыт? Просто по 6 за каждое яйцо. Привет. Догадайтесь, кто яичницу из болотника забабахает? Вы хотите сказать, вы вообще ничего не охраняли? Вы здесь типа просто для прикола? Забор. Я вижу забор. Кстати, спасибо, Луна, за... Ага. Понял. Я вижу забор. А что он здесь делает? Это, наверное, типа край карты, да? Да. Блин, сохраниться бы. Ай, как хочется быстрее сохраниться. Давайте аккуратно. А если заруиню? А если аккуратно? А если заруиню? Я фильм «Рыбаков» вспомнил. Там такие голиафы ничего хорошего не приносили. Приносили только жопу боль. Таргет никто не бьется. Буква О. Опасность. Он мне не нравится. Ты, солнышко, ящичек, да, охраняешь? Сейчас главное не чихнуть. Электросхема. Может где-нибудь пригодится. Электросхема, это нам надо. Новая раскраска для силовой брони. Потрясающе. Спасибо. Очень нужно, очень. Мне очень понравилось. Оружейный верстак. Может быть, его как-то программировать, запрограммировать. Может, как-то его что-то можно с ним сделать? Извлечь
Прототип. Прототип. Голосовая запись. Загрузить. Робота-охранника может производиться исключительно официально. Сведения. Не несет ответственность за ущерб имуществу, ущерб здоровью или летальный исход, возникший в результате. Если вы не являетесь членом такого-то, помощником владельца данного противника, обязательно немедленно уничтожить данную запись, отрицать существование данной записи. Что-то он совсем не несет ничего хорошего. Вообще. Вот это вот активировать. Наверное, его не нужно активировать, да? Что-то мне так подсказывает. Как же ящик хочется залутать, господи. Ой, как хочется. Украл. У вас слишком много вещей. Сейчас, ребят, секунду. Ядерный блок уперли. Зачем ядерный блок-то упер? Дурак. Неумный. Проводка содержится в военных схемах. А грудную клетку зачем взял? Сумасшедший. Это нужно. Что же скинуть еще на четверочку-то? На четверку. Не-не-не, здесь пока можно скинуть. Я думал, мясо этого оленя съесть. Не-не-не. Стеклянная миска. Скипидар. Чудо-клей. Клей вообще must have. Просто must have. Сталь. Наверное, дроп. На трешничек еще. Зараза, а. Как можно было ядерный блок спереть? Ты сумасшедший. Зачем ты это делаешь? Поехали. С ядерным блоком. Домой. Домой, пока этот действует. Пошел, мой хороший. Пошел. Давай, мой дорогой, ножками тырк. Пошел. Выкинь броню, я тебе выкину сейчас броню. Выкинь броню, ты с ума сошел? Вы слышали, что он сказал? Выкинь. Я чтоб что-то выкинул. Пол жизни за гнома проиграл в этот. В Lineage. В линягу мою любимую. И я выкинь. Да я из Town of Gludio до Герана пешком шел с перегрузом. Мне сказали, выкинь 2000 сосок. Я говорю, вы что, с ума сошли? Я чтоб выкинул. Выкинь. Сразу вот видно от тех, кто не умеет, да, ребят, играть? Давай, мой дорогой. Я знаю, что тяжело, очень тяжело. Но надо. Неси, мой дорогой. Давай, при. Пока турель не стоит, я вообще себя спокойно не чувствую. Это просто что-то с чем-то. Это просто что-то с чем-то. Так. Так, ну здесь надо все разбирать. Железобетонно надо все бить, разбирать. Я металлическую броню не хочу вообще с ней ходить.
Очень тяжелые, очень это... Нет. Вот кожаная еще куда ни шло, металлической нет. Всю сварную броню, всю под этот. И она очень тяжелая прям. Пистолетик, конечно же, разобрать. Болт дается с этого пистолета, очень хорошо. Так. Живем. Так, места счастья, все остальное. Он у нас хочет попить. Попить это, конечно, хорошо, но вот скинуть... Так, сортировать по весу. Костюм бродяги на продажу. Ядерный блок туда же пошел. Жареный олень, всякие вот эти вот вишни. Что-то можно с этими яйцами сделать. Я же сейчас дойду, я же сейчас посмотрю, я ж не поленюсь. Слушайте, подождите, а почему у нас кухня? Каждый раз я к ней бегаю. Почему так вообще? Как это произошло? Почему у нас кухня? Почему у нас все харчи делаются где-то непонятно где? Это так не пойдет. Все в дом, все в семью. Правильно? Правильно. Вот взял, прям вот здесь тут хрючевню поставил. Все, и продаешь шашлыки. Гениально? Гениально. Мясо болотника. Сюда. Все, за все дается опыт. Дутин сюда. Собачатина. Угу. Подожди-ка, а супы? Суп из белки. За шо белку? Дверь в дом сделай. Я всем рад. У нас как в этом. Заходите все, а выйти как бы, ну, не всегда получается. Так, хлам весь еще раз скинули. 41. Мне не нравится, что у нас 41 загруза. Это очень много. Антирадин 1 оставлю для галочки. Шикарный был заход. Просто шикарный. Меня кое-что смущает. Знаете, что смущает? Я вам сейчас скажу. То, что общий вес этой брони, знаете сколько? Уже 4. 6. 11. 11. Это без одной руки. 11 без одной руки. Здесь 5,7. Не, ну здесь защиты, конечно, поболее будет. Безусловно, не-не-не. Составная броня, она, конечно, очень серьезная. Так, ну что ж, болотника я так и не увидел. Может быть, где-то можно будет продавать. Жареное пойдет. Запеченный, жареный. Столько еды не надо, в принципе, можно прям скидывать, типа, why not. Мясо болотника. Вот это тоже. Отбивные собачатины не надо столько. Все копейки весит. Ну и все дальше прям по мелочи. Стимуляторов уже 10. Я ими вообще, заметьте, ни разу еще не пользовался. Ни разу. Очень интересно. 38-й. Так, ну что ж. Очень неплохо. Утро вечером, да, как говорится. Давайте маленечко покемарим. Спадки надо. Сейчас как раз, кстати, до утра поспим. Да. Четко. Значит, после вот этой вещи, которую мы с вами испили, у вас есть болезнь.
антибиотики у меня есть. Исцелена болезнь. Водичку мы пьем. Тараканчик съедаем. Болотника съедаем. И мы еще остались без воды. С водой начинается прям подставон. Очень серьезный подставон. Для того, чтобы с водой подставона не было, и мы все были счастливы, потому что ни одно поселение не будет жить без чего? Без воды. Конечно же, без воды жить ни одно поселение не сможет. Правильно? Правильно. Так, если я не ошибаюсь, это, по-моему, где-то вот здесь, да? Абсолютно верно. Мы берем, просто ставим колоночку. Знаете, вот просто вот любой человек может прийти и попить. Просто вот так вот. Что мы, собственно, и делаем. И теперь на каждой таком захваченном посту мы будем выставлять колонки. Пойдет? Строительство... водички за 5-й столик, Харрис, пожалуйста, принеси, хватит сидеть. Водиться и спите, да. И спите. Так, что бы я хотел здесь организовать? У меня вопрос. Хватит ли у нас ума, чтобы все-таки провести сюда воду? Вопрос сложный. Но мы его попытаемся решить. Итак. Вот эти вот качельки мы уберем. Так. Вы знаете, а это я сохраню. Это барахло уберем. Электроэнергия, конечно же, важна, так же, как и чистая вода. Так, электроэнергия, да? Ну, поехали. Во-первых, мы сначала с вами поставим вот такую штуку. Называется бимба. Водоочистная установка. Так как все-таки в постапокалипсис, да, наверное, это крайне важно. Между прочим, есть даже помпа пожилая. Ну, наука у меня пока не прокачана. В общем-то, ничего страшного. Кстати, можно задуматься на тему прокачки науки. Наука 1-й левел. Я просто так, знаете, для себя мне интересно. А где у нас наука? А мы вообще можем? Или мы пока девочки с вами? Ведь по идее это в интеллекте. Это фанатик оружия. Это хацкер. А мы ведь можем. А что если подождать и сразу сделать как следует? Знаете, такую вколдыбенить, так вколдыбенить. 40 производит воды. 40. Либо... Ну, здесь 2 энергии необходимо, там меньше. Хорошо. У меня тогда второй вопрос. С электроэнергией как мы будем? Генераторы. Хорошо. Мы можем сделать маленький генератор, мы можем сделать средний генератор. Большой генератор, опять же, наука. Заметьте. А вот этого я не знал, что есть генератор-ветряк. Я бы сейчас ничего бы не делал. И просто дальше бы пошел. А вот со следующим левел-апом и нашим возвращением сюда я бы уже что-нибудь придумал. Если быть совсем откровенным. Так, ну что ж. Мы с вами все вычистили. Мне все равно не дает покоя
Нам... Давайте пока я вот это выкину. Очень все равно много всего. Прям очень-очень-очень много всего. Я даже не понимаю, вот что-то мне прям вот покоя не дает, что мне очень сильно мешает. Очень-очень много весит. Зачем нам это? Все равно мы все это придем. Всякие мясо, не мясо, еще что-то. Я не вижу в этом смысла их носить там по миллиону. Морковку всю здесь можно выложить. Тыквы. Какой-то центросвет. Это все потом мы разберемся, пригодится. По-моему, да, кстати, у меня 2 брони. Либо мне показалось... Стоп. Сейчас по-другому сделаем. А ну-ка. Привет. Вот. А теперь сколько загруз? 22. Поехали. Мы сохранились. Все хорошо. Все замечательно. Все прекрасно. И бежим мы куда? Куда бежим? За собакой. С патрами начинается легкая просадка. Знаете, такая легчайшая. Поспи еще раз. Да я уверен, что я их сейчас перестреляю. Я не полезу больше никуда. Я чисто сейчас за собакой. Прям по прямой. Мне просто залутать кафешку. Ой, заправку, господи, кафешку. И все. Иди сюда. Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You wanna come with me, pal? Я бы 100% такую собаку взял. Okay, then. Let's stick together. Плюс, кстати, очищенная вода. И пошел очень быстрый лут. Я в курсе. Все собираем, все потом. Все потом, все потом, все потом. Собаки. Подожди. Мой дорогой, подожди. Как говорится, потом разберемся. Все туда. Телефон, всю технику, вот всю радиотехнику, вообще любую технику надо сразу забирать. Это все пригодится. Голяк. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Хорошо. Залутали. Все в порядке. Пусто. Пусто. Так. Если ничего не будет. Ядер кола. Неплохо вы тут насасываете, друзья. Сколько ж вы пили-то сидели? Так. Вот теперь вопрос. Заходить ли в город?
Вот зараза, а. Лутать ли город? Давайте здесь сейчас пройдемся. Вот такие вот вопросы остаются. Порожняком возвращаться не хочу. Порожняком я имею в виду без дропа. И у меня остается открытым вопрос вот здесь вот, что происходит, вот здесь. Я бы, наверное, туда щеманулся. Нет. Логичнее будет здесь. Опа. Рейдеры. Рейдеры? Или нет? По-моему, рейдеры. Да. What the fuck, motherfuck? Сблизиться, сблизиться, сблизиться. Обойдем. Где? Ага. Ушел. Я не знаю, как я ему в голову отсюда попал, но это, ну, мастерство. На самом деле шара залетела вообще бешеная просто. Рейдер. Короткий двуствольный дробовик. Здорово, отец. Тут. Вот это просто привет. К этому меня не готовили. Это мне дали зря. Это очень большая ошибка от игры, мне было вот это давать. Бы по ЧСВшному не звучало, но я бы не стал себе это даже давать. Это, кто не понимает, это чистый дедган. Не то немножко сделал, сейчас, сорян. Это дедган с уроном таким, что, ну, в упор при штурме каких-то, ну, как сказать, зданий, еще чем-то, это оружие незаменимо, как, в принципе, вы понимаете, да, в любом этом. Мне нужно найти этого рейдера. Я думаю, что он вот здесь тут где-то. Порой вот в этой суматохе найти их очень сложно. Мог даже откатиться куда-то. Подождите, я подумаю. Я вот отсюда шел. Дальше. Где-то вот там. Вон он. Это тень. Нашел. Помню, где-то он в кустах был. Патры, штурмовой противогаз. Ребят, музыка не громкая, ничего. Штурмовой противогаз. Так он еще и от радиации. Helldivers? За демократию?
Привет. Ну, пойдем. Это все собрать, это все будем высаживать. Лайк, спасибо. Да, ребят, всем, кому нравится прохождение, не поскупитесь, не поленитесь там. Воткните. Королевский ваш. Мне здесь надо с вами посоветоваться. Стоит вообще туда лезть? Город чистим? Это очень опасно. На сейф. Не, братва. Там я влутан просто бешено. Я предлагаю дропнуть лут и пойти дальше. Не-не-не, город это самое-самое опасное. Надо дропнуть, мы очень много полезного сейчас с вами насобирали. Рюкзак полный, мне бы, блин, вот спутника, вот это было бы красиво. Кстати, знаете, почему нам еще туда надо сходить? Точно, это хорошо, что мы туда идем. Патроны, ребят, на дробовик. Гений. Патроны на дробовик. 100%. Да. А давайте-ка поэкспериментируем. Иди-ка сюда. Мы реже будем теперь приходить в город. Наврали. Сказали, что в собаку нельзя складывать. Значит, в любого спутника можно. Может быть, что-то поменяли. Мое почтение. Пистолеты на разбор. Как в этом. Чик-чик-чик. Ой, мама дорогая. На 73. И только эти по стенам будут висеть. Чик-чик-чик. Не зря папка вернулся. Еще и залутали. Так. Дальность нельзя. Вес 11. Да вообще просто. Иди сюда, мой сладкий сахар. Мать моя женщина. Ну-ка, достань-ка эту. О-о-о. Нас ждут великие дела. Поехали, ребята. А ну-ка. Во-первых, все скидываем. А во-вторых, знаете, что у меня было где-то? Я же не изменяет память, я же их лутал. ЛМН. ОП. 16 штук. Уф. . 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
Чик-чик-чик. И где-то был, знаете, еще что? Водичку я прихвачу. У меня где-то был... как он мог еще? Ошейник ОПРС. Собачий ошейник, типа. Есть такое, может быть? Да. Но как его одеть на собаку? А я не шарю, ребят. Ну давайте попробуем. Ну-ка, сынок, иди-ка сюда. Иди ко мне. Hey. А ну-ка, друг. Пёс теперь с ошейником. Ты мой хороший. Ну есть же, да, ошейник? Вон он. Ты мой родной. Ну слушай, я тебя зря с собой тараканю. Вот это да, вот это я понимаю. Так, ну что. Давай все, скидываем. Погнали на город. Прям даже переживаю, даже немножко. Прям переживаю. Так, капюшончик мы здесь оставим. Панталоны, ядер-кола. Вот это все потом за такие бабки уйдет. Прошу прощения, не то сделал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы там так-то настреляли маленечко. А это все опыт. Каждая вещь это опыт. Кстати, мы же не забыли, да, про типа, который там валяется? Мы не забыли. Вода. В принципе, мне сохраняться. $46. Что так много весит? Патроны. Обалдеть. Патры столько весит. Ага. Увидел. Думаю, что-то немного ли. Нет, дробаш понятно. Во. Это другое уже дело. Так. Ну что ж. Часочек нам за глаза. Туман. Ну, пойдемте. Я знаешь, что подумал? Мы ту броню, да, пробивали на апгрейд, а эту нет. Увеличение максимального веса грузов. Клей, мать его. Тупо клей. Просто клей. Я запомнил. Кстати, а как у нас так вышло, что я поспал, а мой друг нет? Вы не подскажете мне? Это разве справедливо?
По-моему, нет. Знаете, я тут давеча по участкам ходил и увидел одну очень хорошую вещь для моего друга. По-моему, вот здесь. Или вообще вон там, за моим домом. Где-то... О! А почему мой друг, который все-таки мне жизнь спасает, у него нет своего дома? Вот скажите мне. Это разве справедливо? По-моему, несправедливо, ребят. Просто вот так вот прям поставлю. Все-таки живое существо. Как же мы? И где-то я здесь. Я думаю, что там же. О, да. У песика есть кличка? Просто Эй. Или Эй ты. Сам не поешь, собаку покорми. Мне кажется, он туда не полезет. Я не хочу в туман в город идти. Это вообще просто в один конец дорога. В туман в город точно мы не пойдем. А туман-то и не рассеивается, да? А там уже, глядишь, и вечер. Я понял. Поехали. Отцепную. Интересно. Ну, город, ребят, это всегда перестрелка на коротке. Это очень опасные вещи. Крайне опасные. Еще часик. Крайне опасные вещи. Прям вот которые... Антибиотики, да, хочется? Антибиотиков нет. Да и, в принципе-то, нам вообще, как бы... Что страшного. Погнали. Прям с утра. На выживание, да, ребят, играем. Пока один раз, да, нам только шляпу снесли. Но там тут точное было попадание. Очень точное. Просто прям... Привет. Это просто браво. Коллиматорный, чувствительный, гладкоствольный пистолет. Понял. Радиовышка. Или не радиовышка. Как же хочется коллиматор. Так, надо вот этих вот триггернуть, друзей. Водичка. Вообще такое ощущение, что это водонапорная вышка. Прикольно попал. Мне понравилось. А чё по урону?
Где урон? Я что, не тот пистолет разобрал? Тот. Что-то эти, по-моему, какие-то бодрые ребята были, нет? Такие прям, знаете, прям веселые. Я слышу стрельбу. А где я? Рейдеры, что ли, опять? Понял. 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 Вы никто не хотите с патрами мне подсобить немножко, нет? Ядерная батарея. Волынка. Чего? Чудо-клей. Привет. Зараза, борьба идет за каждую эту квадратный миллиметр. Аккуратненько. Так, это мы территориально... Угу. Спокойно. Спокойно. Плюс 26 опыта. Почти левел набили. Наука, как говорится, сама себя не прокачает, братцы. Что? Прикинь, ветка, что? Вот вообще сейчас было неприятно. Ну, ладно, мы вас здесь же, не отходя от кассы, и приготовим. Не приготовим. Неприятно плюнул. Хорошо, мне от радиации этот намордник. А тем временем... Так. Барышню мы помним. Yes. Так. Очень опасно. Каждая перестрелка здесь, вот каждый вот замес какой-то, вот все это 300. Угу. Угу. А это задаток на снайперку. А это, братцы, снайперка. Изолента. Поняли, да, что это такое? Это знаете, какими она патронами долбит? Это 308 патрона. Вы поняли. Так, здесь 100% качаем, конечно же, эту. Науку, как хотели.
Это снопа. Это снопа. И патры у меня заканчиваются. Как бы это... грустно не звучало. 0. Они здесь еще между собой, что ли, подрались? На пистолет больше патрон нет, братцы. На пист больше патров нет. Ладно. Сюда чуть-чуть попозже. Хотя... наверное... можно, наверное. Блин, я на харизму выложил этот... На харизму, ребята, выложено. Хотя 7 харизма нормально, ладно, пойдет. Где эта бабёха? Вон она. Кстати, у них и вода есть, если что. Так, просто к слову. Сложность вообще, да, забейте. Чуть еще. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, давайте попробуем. Может быть. Может быть. Подожди, подожди. Есть, да, одежда? Я выложил, ребята. А, нет, есть. Давайте только вы сейчас ничего, ладно, не будете говорить, вы сделаете вид, что вы ничего не видели. А, там пистолет на 35 есть. Который стреляет так же, как снайперка. Ребят, да, вот давайте сейчас только не будем усугублять. А ну-ка, дай-ка мне вот эту вещь. Керамика, это все не нужно. Дрын можно сюда же. Вот это можно будет подразобрать. Одну броню можно продать. Сталь. Угу. Мясо гончий мутант редко очень падает. Ножницы пластмасса. Может пригодиться. У нее даже патров на дробовик, представляешь, нет. Ни хрена вообще нет. Арбуз, да, кстати, единицу целую весит, между прочим. Да. Тупее можно, кстати, скинуть. Руководство по выживанию в пустоши. 5 стимуляторов набрали. Ты посмотри, сколько. Обалдеть. Одежда вообще ничего не стоит особо. Я вот так посматриваю. На... Особо как-то она не ценится здесь даже.
Ну, короче, вот если по цене даже отфильтровать. Вот это, по идее, если мы прочитали, то можно... Ну, я думаю, что это, да? Я думаю, что можно это продать. Нет? По-моему, вот эти вещи можно продать. Не знаю, как мне кажется. Нет, а зачем они мне нужны? Как-то они все прочитаны. Ну да ладно. Так, винт. Замедление времени вообще не юзаю. Можно туда же. Там я не буду мелочиться из-за копеек. Подлутались. Так. Платье вовремя прям подвернулось. Одобряем. По патрам у нас прям подставон. Давай попробуем зарашить город, но очень надеюсь, что в городе что-то будет. То придется вот так вот бить. Ну, конечно же, усталость. Ты чё, ёб твою мать? Попутал, что ли? Шапка отлетела. Hey. Over here. Понял. Так. Стоп. Я, по-моему, выбил на левую руку, да. Full set. Отлично, мы теперь закрыты вообще со всех сторон. Так, внимательно смотрим. Я... Какой-то дробовик, мы что-то выбили. Я пока не знаю, что это, но... Я думаю, это хорошо. Очки. Не-не-не. Так не работает. Прикольно. Молодец. 5 баллов. Хвалю. Дурак неумный. Heads up. Мисклик. Надо на 4 ее ставить.
Знаете, что я понял? Что у нас, по-моему, еды нет. Самое забавное. Просто потрясающе. Потерпим. Реально дурной, что ли, или что? Как же мне подобраться к этому городу, а? Вот зараза. Такое ощущение, вообще не с той стороны заходим. Я бы оттуда пошел. От заправки. Меня очень сильно смущает, что у нас нет патров. Очень сильно. Мне что-то подсказывает, что не меня одного, да? Вот в любом вот из таких вот зданий может быть наша конечная. Умирать нельзя, придется заново начинать. Ну что, готов? Второй этаж. Здесь кто-то спал. Увидел. Фантовый ядер кола. А штурмовать, конечно, по кайфу эти. Матрас. Часочек давайте. Очки сварщика. Бандана. No way I could pick this. Жизнь, боль. Запомнили сейф. Первый дом. Первый дом и еще... Ну давай. Первый дом и второй у меня еще со средним замком, где база. Это я помню. Так, ну погнали, еще дома поищем. Так, я пошел по улице сразу отсюда. Угу. И тишина вообще полная просто. Вообще пусто, да? Все заколочено к чертовой матери. Ну ладно. Магазин. Там кто-то стреляет. Магазин. Попробуем вынести. Прикольный магазин. Мне очень этот магазин понравился. Won't be able to pick this. Мне очень-очень этот магазин понравился. Просто валим отсюда. Это такой вынос, что... Привет. Привет.
Сектор бан на барабане. Понял. Проверяем эти дома. Здесь где-то тело должно лежать. По идее, или на этой, или на соседней улице. Либо на этой, либо на соседней. Вот здесь он должен где-то валяться. Очень жаль, что дома почти все заколочены. Нашел. Какая-то дверь. Мануфактура. Ай, ну это опасно. Чат. Сейф в том доме. Хотя бы так. Хотя я там сейвился. Я сейвился. Я спал час. Давай попробуем. Ну, тут шляпа сейчас может улететь сразу. Спокойно. А, здесь рухнул этот потолок, что ли? Прикольно. Привет. Карабин. Погремушка. Только все плохо, что ли, было? Карабин. Тут вообще есть 45-ками долбит. Надо будет очень внимательно посмотреть вот за этим. Мне кажется, здесь что-то прям... Что-то серьезное. Очередной сейф, который я не открою. Они вместе от взрыва, что ли, прятались. Еще один сейф. Запомнили. В мануфактуре. Окей. Сейф в мануфактуре. Угу. Сейф. Привет. Сейф в мануфактуре. Сейф. Первый крайний правый дом после заправки. И сейф у нас на базе. 3 сейфа. Или душили, да, друг друга. Я так и не понял. Но что-то там было. Что-то, короче, случилось, но рядом на столе скальпель. Совпадение? Не думаю. Ну, я не понял, зачем мы вышли на крышу, но как бы, я думаю, падение с крыши добра вообще, да, нам не принесет. Не то чтобы думаю, я прям почему-то уверен. Так, ну хорошо. В мануфактуре пусто, на удивление. Никого там нет. Знаете, что, наверное, там случилось? Мне кажется, они, ребят, за сейф боролись. Если они лежат на сейфе, ну почему тогда парень и девушка? Интересно.
Очень интересно. Почему именно парень и девушка? Интересно. Но тяжелый сейф мы не скоро откроем. Сложный. Но эти откроем. В красных ящиках вы видели, да, сколько патрон лежало? Надо обращать внимание на эти красные ящики. Это просто это кладезь. Это прям вообще просто кладезь максимальный. Так. А ведь это не мануфактура. Нет. Это что-то другое. Просто полуразрушенное какое-то здание. Что сюда должно было? Как должно было прилететь? Чтоб чрезмерно устали из-за нехватки сна. Вот это вот не есть гуд. Пусто. А здесь, друзья мои, пусто. Я так понял, это крайняя, да, улица? Тут мы лутались. Тут сбрили типа. Мне одним глазком, ребят, посмотреть и все. Это вот для меня очень интересно. На случаем не с карманами ли? Понял. Можно вот так вот, в принципе, сделать. Так, а здесь у нас... Ага. Привет. Угу. Тайник с крышками. Жилой вентилятор. Кофейник. Гребаное ничего, да? Слов совсем. Интересно, что там выше, ну да ладно. Слушайте, ну, в принципе, рейдеров мы здесь всех так-то наказали. Судя по тому, что тот чувак не стреляет, значит, зла он нам не желает, наверное. Дали очень много опыта. Предохранитель, лампочки, редкие компоненты надо обязательно брать с собой. Кстати, изолента. Угу. Ну, город мы весь, считай, вынесем сейчас. Твою мать. Город, я думаю, что мы сейчас весь вынесем. Не то чтобы весь, мы его уже, считай, вынесли. Но заметьте, так и нет антибиотиков. Вообще нет. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. А антибиотиков как не было, так и нет. Лютое место на самом деле. Лютое и очень атмосферное. Да.
Понимаете, да, масштаб трагедии? С замками. Не то чтобы трагедия, это прям целая эпопея. Привет. Собакин, ну вот только... Пожалуйста, не сейчас. Так. Так. И на выход. По-моему, все везде залутали. Я не смотрел вот это крыло. Чтоб с городом, я просто хочу с городом полностью закрыться. Так, сюда мы вернемся. Двоечка, спасибо большое. По-моему, мы здесь все закрыли. Хотя... Неа. У него рейдерская броня, это прям по-тяжелому. Полностью тяжелый сет. Но он не особо не тарахтевший. Сет этот. Heads up. Угу. Интересно, вот этот карабин, надо будет глянуть его. Очень много весит. Хожу, бутылки собираю. Что за привычка с советского времени? Помнишь, раньше бутылки сдавали? Не западло было, и нормально, и ничего страшного. И все сдавали, все кайфовали. Знаю, я, по крайней мере. Помнишь, раньше прям целые ящики стояли? Причем это, ну, я не скажу, что это прям супер давно. Спальник. Да сейф мы, блин, его... Сейф? Подождите, стоп. Привет. А где я? Nice. Вот это серебряные часы, это очень хорошо. Спасибо. И вот спальничек нам очень нужен. Игра сохранена. Я бы, знаете, только вот единственное, что сделал. Я поспал часов 12 здесь. Во-первых, чтобы нормально отоспаться. Во-вторых, чтобы нормально отоспаться. Не более 3 часов можете в спальном мешке спать. Я еще хочу. Гений. Типа в нем нормально не поспать. Потрясающе. Просто потрясающе. В нем, короче, нормально не поспать. Вообще. Ладно. Под вопросом. Ну что ж, на вот этой вот интересной ноте, время уже 2:30, я предлагаю наш стрим зафиналить сегодняшний. Я очень жду вас в комментариях. Также огромное спасибо, кто переходит по ссылочке в первом комментарии. Удачи, добра, всего самого вам хорошего. Ну и увидимся. Когда будет следующая серия, не знаю, но я думаю, что если сильно будете топить, она не заставит себя долго ждать. Так что палец вверх, пару комментариев. Справимся. Удачи, ребят. Доброй ночи. Я был